Приветствую вас на канале Техревизор. Собрал рейтинг из 7 беспроводных наушников. Решил не зацикливаться на каком-то одном типе и взял сразу все. Поэтому в топе есть разные модели: и ТВС, и полноразмерные накладные, и беспроводные внутриканальные. И что главное, все это в околобюджетном сегменте. Конечно, 5000 за наушники не то чтобы слишком бюджетно, но сравнивая с топовыми AirPods за 25 тысяч, по-другому назвать этот сегмент я не могу. Тут же я строго уложился в ценник. Если захотите посмотреть актуальную стоимость какой-то конкретной модели, я оставил ссылки в описании. Можете перейти и глянуть. Ну и напоследок попрошу вас только поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. А я начинаю. Стартуем с беспроводных наушников OnePlus Bullets Wireless Z2. Это которая как бы беспроводные, но все равно с проводом. Я решил взять всего одну модель, но самую лучшую. Изначально выбирал из Sony C400, JBL 125, Huawei FreeLace. Но именно эти OnePlus, как по мне, лучше всего показали себя по звучанию, эргономике и удобству использования. Сами наушники удобно ложатся на шею. Не сползают, уверенно держатся и не слетают. Для спортзала, бега и всякой такой активности то, что нужно, чтобы не потерять или не забыть. Еще сделали так, чтобы после примагничивания наушников друг к другу музыка становилась на паузу. Тоже мелочь, но так удобно не делать лишних движений. По звуку у OnePlus все очень просто и понятно. Ну, что можно ожидать от обычных 12-мм излучателей на SBC кодеке? Но это только при взгляде на характеристики, а на самом деле, когда надеваешь, не ожидаешь услышать такой проработки деталей и низких частот. Музыка звучит объемно, вокал и инструменты не мешаются в кашу, громкости хватает. Ну, разве что на каких-нибудь жанрах с тяжелой музыкой может не хватить детализации, и активное шумоподавление не поддерживается. Есть только алгоритм, который старается как можно сильнее отстранить вас от посторонних звуков. Но в целом по звучанию можно сказать, что конкурентов обходит. Но это заметно скорее только при прямом сравнении. Еще OnePlus выделились автономностью. На одном заряде они могут проиграть 20 часов. Конечно, заявляют все 30, но это при громкости около 50%. В реальности же получаются уверенные 20 часов, которые еще и заряжаются быстро. Теперь от JBL WaveBeam. Это ТВС-наушники, полностью беспроводные, с кейсом. Все как положено. Думаете, для бега, спортзала они не подойдут из-за страха потерять? Конкретно эти JBL WaveBeam полностью садятся в ухо и даже при резких движениях остаются на месте. Но тут уточню, что для этого важно подобрать подходящие амбушюры. В комплекте идут несколько размеров, поэтому примеряйте. С амбушюрами же обычно не заморачиваются. Какие стоят из коробки, такие и носят. Но они сильно влияют и на звучание. Казалось бы, такая мелочь. Но если надеть именно подходящие резинки, наушники могут совсем по-другому звучать. В этом плане JBL WaveBeam работают по базовым AAC SBC кодекам, имеют простую конструкцию динамиков, но тем не менее звучат объемно, насыщенно. Конечно, на одобрение меломанов не претендуют, но это в разы лучше, чем какие-нибудь затычки с Wildberries за 500 рублей. Хорошо звучит музыка современных исполнителей. Конкретные имена называть не буду, но если ваш плейлист состоит в основном из треков чарта, то звучание не огорчит. Какие-нибудь тяжелые жанры идут не блестяще, где-то не хватает глубины. Но все-таки музыка не сливается в одну кашу и дарит эмоции при прослушивании. Теперь о функционале и об удобстве использования в принципе. Если кратко, наушники поддерживают режим прозрачности Smart Ambient, чтобы слышать окружающий мир. Подключаются легко, быстро по Bluetooth 5.2. Коннект стабильный, связь не отваливается и не прерывается даже в 5-7 метрах от смартфона. Качайте приложение, подключайте, настраивайте жесты, можно даже в эквалайзере звучание потыкать и просто пользуйтесь. Еще одни ТВС-затычки – Honor Choice Earbuds X5 Pro. Эти наушники привлекли меня в первую очередь кодеком. Лучшее качество звучания на фоне конкурентов в этих наушниках достигается как раз-таки за счет поддержки LDAC. О, как его любят аудиофилы и меломаны. От базовых AAC, SBC он отличается поддержкой высоких битрейтов и частотой дискретизации. Впрочем, это просто для справки, разбираться вам в этом не обязательно. Но максимум, что нужно понимать – потери качества при подключении по Bluetooth тут минимальны. Поэтому звучание получается еще чище, детализирование и насыщеннее, хотя бы на этом этапе передачи данных от телефона к наушникам. Но не спешите зацикливаться на LDAC. Сначала проверьте, поддерживает ли ваше устройство его вообще. Может быть такое, что смартфон, ноутбук или что у вас там только с AAC, SBC работают. Тогда покупать наушники с LDAC вообще никакого смысла не будет. Ну а если все-таки звезды сошлись, то при поиске бюджетных ТВС можно останавливаться на этих Honor. Они поддерживают активный шумоподавление
шумодав, приглушая звуки окружающей среды. Это полезно в метро, на улице, в магазине. Есть и режим прозрачности. Полезно в тех же местах, но наоборот, если появляется желание слышать, что вообще происходит вокруг. И при таком кодеке функционале с последней версии Bluetooth Honor Choice Earbuds X5 Pro еще и автономностью радуют. При желании вместе с кейсом они играют около 40 часов. Но если слушать на повышенной громкости с постоянно включенным шумодавом, то, конечно, автономность поменьше выйдет. Оставшееся время уделим полноразмерным накладным наушникам. На 4-м месте Sony WH-CH520. Главное преимущество таких наушников в шумоизоляции. Тут нет встроенного активного шумоподавления, но Sony пытаются вывозить за счет изоляции от шумов амбушюрами. Соглашусь, что получается неплохо. Уж точно лучше, чем у ТВСных без ANC. Но имейте в виду, что встречаются наушники и с активным шумодавом за эту цену, и с режимом прозрачности. Поэтому, если вы собираетесь пользоваться наушниками в основном вне дома, то можете еще рассмотреть и следующих участников рейтинга. На голове сидят удобно, висят немного, на уши не давят. Хотя и для активного спорта такие могут быть не всем удобны, но для обычных повседневных дел вполне. Внутрянка же особо не отличается, не считая автономности. Лучшее время при прослушивании на 50% громкости 50 часов на одной зарядке. И без всяких кейсов. Тут спасибо Bluetooth 5.2. Он и Connect стабильно держит, и энергии много не требует. К качеству звука я не могу предъявить каких-то серьезных претензий. Внутри стоят 30-мм излучатели, которые выдают хорошо сбалансированные средние частоты, проработанные басы. Высокие только немного утоплены, из-за чего теряются детали в тяжелых жанрах. Но тут есть возможность отрегулировать звучание в эквалайзере, либо хотя бы просто выставить предустановленный профиль. В общем, если что не понравится, можно поправить индивидуально под себя. А так слушать попсу, рок, играть, смотреть фильмы без аудиофильских замашек этих наушников более чем достаточно. На 3-м месте Edifier W820NB. Тут, доплачивая лишние 10% от стоимости прошлых Sony, мы получаем активное шумоподавление ANC и режим прозрачности. Причем уровня топовых моделей. Шумодав так вообще не из простых. С ним отлично шарится по всяким людным местам. И ветер не задувает, и фоновый шум не отвлекает. Просто включаешь режим ANC и погружаешься в свой мир, свои мысли. Главное, с ума не сойти. А если нужно, одним нажатием на кнопку включаешь режим прозрачности. И не снимая наушников, разговариваешь с продавцом, прохожим, другом или кто там рушит всю гармонию. Звучание в этих наушниках тоже немного отличается благодаря увеличенным до 40 мм драйверам. Конечно, большую роль играют шумодав и кодеки. Музыка приятно давит на уши, чувствуется объем, глубина, проработанные низкие. Причем не только попсы, но и тяжелого жанра. Конечно, без энтузиазма. При прямом сравнении с какими-нибудь топовыми Sony WH-1000 серии все иллюзии отпадают. Но так, чтобы обладателю в каком-то плане могло не зайти звучание, не скажу. Сидят на голове они удобно. Легкие, всего 220 грамм. Нигде не давят. Амбушюры обволакивают ушную раковину, поэтому и для целого рабочего дня Edifier вполне хороши. Плюс держат до 30 часов при включенном ANC. При выключенном и вовсе до 50. Так что за автономность тоже можно не париться. Тут все-таки Bluetooth 5.0. Ему-то вообще много не надо. А подключение держит хорошо. Поэтому, если вы собираетесь носить наушники по большей части на улице, в метро и так далее, но при этом не придирайтесь до каждой мелочи в звучании, то как вариант Edifier W820NB. На 2-м месте Ugreen HP202. Самые дорогие наушники во всем рейтинге. Вот тут уже решили и над звучанием, и над шумодавом заморочиться. Уверен, большинство даже не слышало ни о каком Ugreen. Но уж поверьте, можно не сомневаться. Бренд стабильно заслуживает места в рейтингах и по клавиатурам, и по мышкам, и в наушниках также. Поэтому никакого риска. Наоборот, минимум переплаты просто за название производителя. По эргономике к наушникам точно нет вопросов. Сидят удобно, можно часами не снимать, слушать музыку, смотреть сериалы и работать. Делать это каждый день, и голова болеть не будет. Ну, тут действительно не будет. Так что за это не переживайте. А за звук отвечают 40-мм драйвера и LDAC кодек. Думаю, объяснять лишнего не надо. Правила знаем. Разве что уточню еще один момент. Задержка. Этот кодек, совсем для игр не подходит. Поэтому, если важно купить наушники именно для гейминга, то за LDAC в переплате нет смысла. Если желание поиграть появляется редко, можно просто переключиться на AAC SBC. Шумодав у Ugreen стоящий, не для галочки. В совокупе наушники хорошо проигрывают все уровни частот. Но и главная фишка – автономность. Тут около 50 часов можно слушать музыку так, как хочется, не ограничиваясь.
Ну, если отключить ANC, не завышать громкость, то можно хоть всю неделю ежедневно по 10 часов засиживаться без единой подзарядки. Еще и останется. 90 часов с выключенным шумоподавлением. Вполне реальная цифра. Да и зарядка не заставляет себя ждать. Поставил на 5 минут и потом еще часов 8-9 слушаешь. В общем, на батарейке тут не сэкономили. Впрочем, как и на звучании. Ну а на первое место я решил поставить Xiaomi Hi-Lo S35 ANC. Они мне показались самыми лучшими и бюджетными наушниками по цене-качеству. Что-то подобное прошлым Edifier W820NB. Они работают только на базовых аудиокодеках. Версия Bluetooth не последняя, 5.2. Но что примечательно, Hi-Lo не скупились на активное шумоподавление и режим прозрачности. А за 3000 рублей с копейками еще и полноразмерные накладные наушники с такими опциями рынок предлагает не так много годных вариантов. При этом и по эргономике, и по дизайну эти уши никак не палятся своей доступностью. Мягкие амбушюры, более-менее качественный пластик, который хотя бы просто не скрипит от того, что берешь наушники в руку. Удобная посадка, адаптивное оголовье. В общем, с комфортом проблем нет. Их точно можно носить в общественных шумных местах, брать с собой на тренировки, на пробежки или просто дома слушать музыку, смотреть фильмы. Хотя, конечно, у всех свои предпочтения. Может, кому-то нужны разные наушники под разные задачи, поэтому смотрите сами. Но как универсальный вариант для всего, эти Hi-Lo вполне ничего. По звучанию жаловаться не на что. На месте низкие частоты, объем, проработанные средние, высокие хорошо вывозят. В общем, простому обывателю даже ничего регулировать не придется. Неважно, что вы слушаете, смотрите или работаете. Все жанры звучат приятно, свои деньги полностью оправдают. Не стал уделять внимания микрофонам. В бюджетных наушниках эта вещь в основном для галочки. Для офисных созвонов, домашнего общения и не больше. Поэтому примите простое универсальное правило. Чем тише вокруг, тем лучше вас будет слышать собеседник. Это все, что нужно понимать. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.